пришиваем ленту. Ложим ленту на нашу ориентировочную линию и начинаем пришивать. Начинаем пришивать по коже. Где-то 2-3 сантиметра от среза. Вот смотрите, доходим мы до шлёвки, смотрим, чтобы она была ровненькая. Если нужно, может быть, где-то подтянуть. Вот, я вижу, что она ровненькая. И шьем дальше. Закреплять не нужно, потому что я не уверена, например, что я попаду, когда я буду строчить назад, что я не попаду точно в строчку. Мы сделаем по-другому, я вам позже покажу. Ручку тоже смотрим, чтобы она была ровненькая. Ровненько. И то же самое делаем с другой стороны. Но вот когда будете пришивать здесь внизу, так, немножко подтягивайте ленту. Вот наверх, немножко подтягивайте. Это для того, чтобы здесь не было натяжения, чтобы лента лежала так свободненько. Подтягиваем. И теперь мы, конечно, не уверены, что... Мы, конечно, не совсем уверены, что вот здесь вот у нас нитка не порвется. И поэтому закрепку мы здесь не делали, хотя они у нас там уже очень хорошо закреплены. Но на всякий случай мы просто здесь сделаем двойную строчку. То есть я прямо вот рядышком, вот с этой строчкой, которая уже есть, я проложу еще одну строчку. Это будет красиво и здесь будет надежно. То есть здесь не нужно вам делать вот этот реверс туда-сюда. Это будет некрасиво. Делаем еще одну строчечку. Прям рядышком. И, конечно же, такую же строчку проложим и внизу, чтобы они у нас были одинаковыми. Ну вот, готово. Вот посмотрите, что получилось. Вот, я думаю, что вам видно. Все очень красиво и аккуратненько. Ну вот, готово. Это наша задняя деталь сумочки и передняя. Для того, чтобы нам работать дальше, нам нужно убедиться, что передняя деталь и задняя деталь сумочки одинаковые по размеру с подкладкой. Но не совсем одинаковые. Подкладка должна быть на 1 сантиметр короче. Вот деталь подкладки. Я сейчас посмотрю, все выровняю и сделаю подкладку на 1 сантиметр короче. Потом будем работать дальше. Давайте для начала завершим заднюю деталь сумочки, а потом будем делать то, что сложнее, переднюю. Итак, нам нужно вырезать уголочки. Уголочки 6 на 6. Вот я уже их здесь нарисовала. 6 на 6. Значит, перед тем, как их вырезать, проложите вот здесь вот строчку, прямо у самого шва. Даже можете на полсантиметра, не у самого шва, а на полсантиметра. Это для того, чтобы строчка стежки не расползлась при дальнейшей работе. После того, как мы это сделаем, вот здесь я отстрочу и потом вырежу уголочек. И нам нужно пришить вот эти вот шлевки, которые у нас для лямок. Итак, для этого нам нужно выкроить вот такую вот деталь 12 на 12 сантиметров, 12 на 12. Потом мы складываем ее так по диагонали и вот так по диагонали. Получится у нас вот такая вот деталь. Вот, смотрите, мы эту деталь вставляем в наш уголочек. И вот здесь вот нам нужно проложить строчку, начиная сверху. И здесь хорошенько закрепить, чтобы она у нас не вылезла. Давайте их сделаем, а потом я вам покажу, на каком месте мы будем их пришивать. Ну вот, я шила наши уголочки. Вот так это выглядит. Значит, сейчас... Нет, мы сначала вырежем вот здесь вот наши уголки.
я уже сделала отстрочку, о которой я вам рассказывала. И можно смело вырезать. Вот, посмотрите, как это выглядит. Вот так вот. И теперь нам эти уголочки нужно пришить. Но вот смотрите, что нужно при этом учесть. Вот смотрите, если мы их пришьем просто так, видите, они смотрят вот так наверх. Это нехорошо. Лучше их разместить вот так вот. Немножко, чтобы они в сторону смотрели. Видите? Вот так вот. Значит, нам нужно вот здесь вот уголочек подрезать. Вот я смотрю, как мне нравится. Здесь от среза мы отступим 2,5 сантиметра, чтобы они нам не мешались при сшивании вот этих вот уголков. Вот я, даже можно 2. Я думаю, что 2 это будет достаточно. 2 сантиметра. Делаем здесь отметочку, где мы их будем пришивать. И сделаем здесь отметочку, сколько нам нужно срезать. Это у меня получилось тоже 2,5 сантиметра. Нет, 2,5. И теперь я здесь нарисую линию. И проложу вот здесь вот строчку. И потом обрежу прям по линии. То есть наверху над строчкой я проложу еще линию, а потом обрежу. Но, что я вам забыла сказать. Смотрите, вот здесь вот эта длина нашей шлёвки нам не нужна. Чтобы вот эта вот часть нам не мешалась при сшивании потом боков, мы это можем уже смело обрезать. Это нам не нужно. Здесь уже лесенку делать не обязательно. Вот смотрите, я вот так прям их обрезаю. И теперь пусть она здесь торчит. И теперь, когда мы будем сшивать, делать боковой шов, мешаться нам не будет шлёвка. Ну вот, вот так вот выглядит уголок. Смотрим, конечно, чтобы они смотрели вот так вот. То есть правильный шов делаем в таком положении шлёвок, чтобы они смотрели друг на друга. И пришиваем. Как я и сказала, здесь отмечаем 2 сантиметра снизу. И пришиваем. Вот здесь я уже пришила. После того, как вы пришьете, нужно будет сделать еще один шов вот так вот. Вот здесь. Я вам сейчас покажу. Смотрите. Вот этот шов. Это для того, чтобы потом наши шлёвки не оттопыривались. Даже можно вот здесь еще провести. Вот здесь. Я, наверное, проложу еще вот здесь, потому что это все время проблема потом. Пусть будет здесь еще один шов. То есть вот здесь шов. Можно только один. Я сейчас сделаю еще один. Вот здесь вот. Ну вот, уголки я пришила, готово. Посмотрите, как это выглядит. Вот. Знаете, вот честно говоря, этого делать не обязательно. Но я просто вот на примерах, потому что таких сумок я шила очень много, и мне не нравится, когда потом сшиваешь боковые швы, и вот эти уголки, они просто как-то торчат некрасиво. Поэтому лучше сделать так. Все, задняя деталь сумочки у нас готова. Приступаем к передней. Итак, передняя деталь сумочки. Что мы имеем? Вот наша деталь. Теперь наш карман. Вот, как вы помните, он у нас вот так вот выглядел. Смотрите, его нам нужно пришить вот вплотную к нашей вот этой вот ленте. Он здесь, посмотрите, насколько длиннее, видите? Пусть лучше так, чем потом вам чего-то не хватит. Ну, если вы, конечно же, хотите экономить ткань, то сами там рассчитайте, насколько короче вам нужно делать подкладку, переднюю, карман, деталь кармана. Это сами вы думаете. Я делаю так, я показываю вам так, как я делаю. Итак, вот наш карман. Прикрепляем мы его булавками. Вот так насквозь. Уголки пока не обрезаем. Просто прикрепляем. Так. Смотрим, чтобы лежал он ровненько. И теперь смотрите, что мы делаем. Поднимаем карман. И прикрепляем деталь подкладки отдельно. Это делается для того, раньше я шила, вот если кто-то из вас сумочку Мону шил, то подклад полностью пришивался и потом вшивался в дно. Но это мне не понравилось, потому что у меня есть и Моно-сумка, у меня есть вот эта Адель-сумка. И когда ты что-то ложишь в карман мелко, он потом теряется. То есть это что-то там, которое лежит, просто там теряется
уходит в донышко. Поэтому я вот придумала вот такую методику. Вот смотрите. Здесь у нас, мы сейчас просто ориентировочно нарисуем наши уголочки. 6 на 6. Пока не вырезаем, только рисуем, чтобы ориентироваться. Вот, уголочки я нарисовала. И смотрим. Подклад нужно пришить вот где-то вот так вот, чтобы он не входил в шов. И чтобы у нас тут не образовалось лишней толщины, когда мы будем собирать уголочки. Вот, я наметила, сколько мне нужно обрезать. Вот приблизительно вот так вот. И я это обрежу. И после того, как я это обрежу, карман я просто вот так вот пришью. Если у вас сильно сыпучая ткань, то обработайте край на зигзаге или на оверлоге. У меня ткань не сильно сыпучая, я просто так вот сейчас обрежу и потом вот здесь проложу строчку. Ну вот смотрите, я проложила здесь строчку. Это у нас изнаночная сторона подкладки кармана. Вот столько я обрезала, я найду, куда ее применить, эту деталь. Все, убираем булавочки. И теперь по бокам сначала мы должны все хорошенько выровнять. Потом будем обрезать вот здесь вот лишнее еще. Хотя можно сразу обрезать. Можно сразу. Смотрите. Нам нужно обрезать не вровень с карманом, а на 1 сантиметр длиннее. Потом, когда будем пришивать, вы поймете почему. Итак, обрезаем на 1 сантиметр длиннее деталь кармана. А потом, после этого, как мы обрежем, мы должны здесь вот по бокам все выровнять, все лишнее обрезать. И уже можно будет наш карман потом пришивать. Вот так вот по бокам. Конечно, перед этим хорошенько заколоть булавочками. Девчонки, начала пришивать карман и вспомнила, что я вам не сказала об очень важной детали. Смотрите, вот я вам говорила, нужно все приколоть и пришить. Если вот вы увидели, например, что деталь кармана немножко здесь пошире, немножко, то пока это не обрезайте. И вот почему. Пришивать нам нужно будет не вот так вот прям плоско, а нам нужно будет посадить карман вот буквально на полсантиметра, даже может быть меньше. Потом это закроет. Вот у меня так получилось, что у меня одинаковая деталь кармана и деталь передней части сумочки. Вот. Я, значит, все равно так присажу. Вот, я надеюсь, что вам видно. Вот присажу и буду пришивать вот так вот. Это не страшно, потому что все равно припуск на шов у нас будет потом 1 сантиметр. Вот это важно. Я решила вам показать, я сейчас буду шить и покажу вам. И еще что важно. Вот смотрите, здесь мы приколем вот, булавочками. Ну, это только для того, чтобы мы были уверены, что на правильном расстоянии у нас сидит наш карман. Вот так мы прикололи. И боковые швы мы будем пришивать с лицевой стороны. Вот этот шов внизу мы будем пришивать с изнаночной стороны. И поэтому нужно приколоть так. Вот смотрите, вы будете шить. И у вас, естественно, видите, вот так вот натянется. Потому что здесь у нас поролон внутри. Естественно, что он под давлением лапки от машинки он растянется. И, видите, он здесь будет длиннее. Вот эта деталь кармана, он сильно не растянется. Растянется вот эта вот часть. Вот эта вот половинка. То есть деталь, которая основная деталь сумочки лицевая. Поэтому приколоть нужно будет нам сейчас, перед тем, как боковые швы сшивать. Вот начинаем с середины и растягиваем. Растягиваем и прикалываем. И прикалываем, растягиваем. И прикалываем. Вот в одну сторону и в другую сторону точно так же прикалываем. Немножко подтягиваем и прикалываем. Как говорится, девчонки на ошибках учатся, так как я эту сумку уже шью не первый раз, поэтому вот эти все детали, они важные. Это я поняла. Вот видите, немножко у нас шеи, вот так оно и должно быть. И еще, что я не сказала важное. После того, как все детали вы выровняете, где-то у вас подрежется шов. Вот видите, у меня здесь я это не сделала. Я так, конечно, оставлю, но это неправильно. Нужно обязательно каждую деталь, которую вы стяжили, которую вы уже выровняли, обязательно здесь проложить строчку. Это мне, кстати, в комментариях уже замечания делали, что я об этом не говорю. Это тоже важно. Вот смотрите, вот здесь вот я не сделала, видите, уже начинает подпарываться. Видите?
Я сейчас, конечно, так оставлю, так мне вроде ничего. Например, вот, например, вот эту деталь. Видите, я здесь сделала отстрочку. Здесь у меня все нормально. По краешку, чтобы не распускалась наша стежка. Так, вот я вроде бы теперь все сказала. Теперь пойдемте пришивать карман. Я вам сейчас это покажу. Итак, смотрим. Вот смотрите, я начинаю. Я сдвигаю на полсантиметра и начинаю пришивать. Вот я еще раз натягиваю внизу. Вот этот, видите, я натягиваю, что у меня даже немножко выступает. И теперь пришить нужно с другой стороны. Это, конечно, будет сложно, но все равно вам нужно тоже начать сверху. Точно так же я сдвигаю на полсантиметра, даже меньше, чем на полсантиметра. И пришиваем. Все. И опять снизу еще раз подтягиваю. Даже можно вот убрать одну булавочку и подтянуть. Вот. Теперь пришиваем низ. Булавочки можно же убрать, они нам больше не нужны. И начинаем пришивать. И смотрите, вот здесь, где у вас середина вашей детали, вам нужно вот так вот сделать. То есть подтянуть основную деталь сумочки. Ну, может, не совсем, мы сантиметр оставляли больше. Даже, может быть, не совсем, ну вот нужно. Я вам потом объясню, для чего это. А может, вы уже и сами догадались. Вот, и вот теперь у нас здесь ничего не сместилось, так как мы растягивали. И все получилось отлично. А если бы вы не вытягивали, друзья, вот эту, как я вам рассказывала, деталь, не вытягивали бы, то у вас бы все сместилось, и вот здесь у вас было бы длиннее. Поэтому вот сейчас мы это сделали, и все отлично получилось теперь у нас. Ну вот, что у меня получилось. Вот смотрите. Да, я, конечно же, установила вторую половинку кнопочки. Для чего это? Это вот эти вот бока, они у нас будут в боковом шве. И вот когда сумочка у нас будет вот так вот, да, и это для того, чтобы вот это вверх не тянул. Вы поняли, да? Вот смотрите, я отворачиваю, видите, вот сейчас ничего не тянет. И точно так же внизу. Вот этот шов будет уходить у нас вниз, и чтобы здесь был красивый поворот, как говорится, чтобы не натягивался. Поэтому нам нужно было это делать. Вот здесь у меня небольшая выпуклость, как вы видите, и точно так же здесь. Это все правильно. Теперь нам нужно выровнять низ, все лишнее срезать. Ориентируемся по вот по этим вот швам. Вот, выровняли. И теперь можно нам и боковой шов выровнять. Ну вот. Теперь нам можно вырезать уголочки. 6 на 6. И теперь точно так же мы сначала делаем строчку на полсантиметра, а потом вот по этой намеченной линии вырезаем уголочек. Ну вот, уголочки я вырезала. Вот так вот это выглядит. И наши основные детали сумки готовы. Передняя и задняя.
Все, самое трудное мы сделали, девчонки. Еще раз убеждаемся, что они у нас абсолютно одинаковые, что уголочки у нас выкроены тоже одинаково. Все отлично. Теперь, перед тем, как приступить к изготовлению подкладки, давайте сначала сделаем замок. Ну вот, я вырезала замок, я его сначала сделала немножко подлиннее. Это мне нужно для того, чтобы я вставила бегунки. Давайте сначала вставим бегунки. Так, я буду вставлять 2 бегунка, для того, чтобы сумку можно было носить как слева, так и справа. И мне очень нравится, когда сумка закрывается посередине, и здесь висят, бегунки будут обрабатываться кожей, и вот эта кожа будет свисать, это будет очень красиво. И еще, бегунки должны быть висячие в моем случае. Вот, висячий бегунок. Так, значит, сначала ставим их. Для этого я надрезаю с одной стороны, убираю звенья. Надеваем сначала с одной стороны, там, где не обрезано. Подводим сюда. Готово с одной стороны. Теперь идем в другую сторону. Раскрываем замочек. Точно так же подрезаем звенья. И вставляем второй бегунок. Убеждаемся, что они вставлены правильно. Теперь нам нужно... Так, вот я обрезала, и теперь нам нужно установить длину замочка. Вот от начала, от среза я отмеряю 2,5 сантиметра. 2,5. С одной стороны и с другой стороны. 2,5. Это у меня вот здесь неправильные отметки. 2,5. И смотрим. 2,5. С одной стороны, с другой стороны. Отмечаем это на молнии. И лишнее обрезаем. Вот. И вот у нас теперь размер замочка. Я вам сейчас скажу, какой он у меня получился. Итак, 39 сантиметров получился у меня замочек. И теперь края молнии нам нужно обработать. Я буду это обрабатывать при помощи натуральной кожи моей. Вот я вырежу здесь, вот я вырежу 2 вот такие детали. Размер получился их шириной, ну, почти 3 сантиметра. И теперь я их зафиксирую сначала при помощи моего клея, а потом проложу здесь строчку. Ну вот, вот так у меня получилось. Все лишнее я обрезала. И уже один бегунок я обработала ленточкой. Ленточку я взяла 2 сантиметра шириной и длиной, я вам сейчас скажу. Но это, конечно, на ваше усмотрение, как хотите. Длиной я взяла 27 сантиметров. Нанесла на нее мой закрепляющий клей, фиксирующий, пополам ее свернула и проложила строчку в одну сторону и в другую сторону. Вот я склеила ее и строчку проложила в одну сторону и в другую сторону. Вот, готово. Теперь я вставлю в бегунок эту полоску посередине. Вот. И при помощи вот такого вот дырокола я проделаю отверстие. И вставлю клепку. Кто-то мне писал, что я неправильно говорю, что это называется хальмителлы, по-моему. Я даже это слово не могу выговорить, девчонки. У нас это всегда была клепка, заклепка. Ширина у меня моей заклепочки, диаметр здесь, нет, ширина, правильно, 8 миллиметров и длина ножки 6 миллиметров. И закрепляем нашу красоту. Готово. Вот такая красота получилась. И замок готов. Пришло время заняться подкладкой сумки. Итак, мы уже все с вами выровняли. То есть лицевая и задняя часть сумочки
абсолютно одинакового размера с подкладкой. И можно уже вырезать уголочки 6 на 6 и заняться карманами. Как вы помните, что подкладка у нас на 1 сантиметр короче, чем основные детали сумочки. Так, давайте займемся карманами. Вырежьте уголочки, вы знаете уже, как это делать. Итак, карман, который будет на замке. Я вот здесь уже сделала вышивку, заклеила, потому что это имя владелицы сумки. Тут стоит ее имя и фамилия, поэтому я заклеила. Так, нам понадобится для кармана на замке 2 детали. Основная и подкладка. Я это буду делать все из ткани Oxford 600. Итак, размер. Лицевая часть кармана 36 сантиметров на 23. 36 на 23. И подкладка 23 на 35. На 1 сантиметр короче. Замок. Молния. Молнию пока я выкроила подлиннее. Нам нужно ее вот так вот разделить и пришить. Вот изнаночная сторона молнии. Зубцы смотрят вниз. Пришиваем с одной стороны. И точно так же зубцы смотрят вниз и с другой стороны. И потом пришиваем подкладку. Ну вот, что должно получиться. И теперь эту деталь выворачиваем. Вот вывернули. И для начала проложим здесь отделочную строчку с одной стороны и с другой стороны. Вот что получилось. Вот посмотрите, для чего нам нужно было подкладку делать на 1 сантиметр короче. Вот я складываю. И для того, чтобы подкладка там внутри хорошо легла. Пусть она будет немножко покороче, но она не будет морщиться и будет хорошо там лежать. Теперь вверх, вот эта задняя часть карманчика, вот так вот подвернуть и проложить строчку. Вот можно вот так вот. Давайте это сделаем. Ну вот что у нас должно получиться. Вот, посмотрите. И теперь можно вставить бегунок. Ну вот, бегунок я вставила. Теперь карманчик можно хорошенько отгладить и проложить строчку с одной стороны и с другой стороны вместе с замочком. Ну вот, я проложила строчки по бокам. Теперь можно выровнять карманчик. Ну, вот так вот выглядит карманчик. Теперь нужно края обработать. Я обработаю, я сейчас посмотрю, или мне хватит моей кожи натуральной. Я надеюсь, хватит. Ну вот, я вырезала полоски кожаные. Здесь на кармане я нарисовала уже ориентировочную линию. 1 сантиметр, 1 сантиметр от среза. Это для того, чтобы я ровненько приклеила. Нанесу свой клей. Вы можете, вот эти края, вы можете корсажной лентой обработать. Это все равно, то, что у вас есть. И приклею. Моя линия. Так, с одной стороны и с другой стороны. Все, и теперь я здесь проложу строчки по бокам. Ну вот, карман готов. Я обрезала лишнюю кожу. Вот так вот он выглядит. Теперь нам нужно этот карман пришить. Пришью я его повыше, кверху, на расстоянии от верхнего среза 4 сантиметра. Я уже наметила середину на кармане, середину на моей детали. И вот таким вот образом я его пришью. Сначала я сделаю строчку вот прям рядышком возле строчки, которая у меня уже есть, которая пришивала кожу. Прям рядышком на 1 миллиметр. И потом еще сделаю
вторую строчку по краю кармана и, естественно, внизу. Давайте это сделаем. Ну вот, карман я пришила. Посмотрите, как это выглядит. Карман такой двойной. То есть вот у нас здесь карманчик. И у нас еще карманчик на замочке. Вот так вот это получилось. Теперь займемся второй половинкой подкладки. Для этого мы здесь сделаем обыкновенный карман, который будет разделен пополам. Для этого я выкроила деталь. Сейчас я вам скажу. Я уже карман сшила. Деталь это у меня шириной. Вот здесь вот 36, значит 38 было. 38 и 16, 32. То есть я свернула лицом к лицу, сшила по бокам, обрезала уголочки и вывернула. И вот у меня что получилось. Теперь мне нужно вот этот верх тоже обработать кожей. Но, к сожалению, у меня вот что осталось от кожи. Больше у меня нет, это остаток. Поэтому я сейчас буду думать. Вы же край можете здесь сначала проложить строчку и потом чем-то край обработать. Кожей, которая у вас есть, или какой-то стропой, это все равно. Но обрабатывать верх нужно обязательно. Вы знаете, для чего это? Чтобы карманчик внутри был такой стабильный. Если край у нас будет такой уплотненный, чем-то обработанный, то карманчик будет внутри такой, выглядеть так стабильно и презентабельно. Итак, я сейчас что-нибудь придумаю. Может быть, я пришью вот здесь обтачку, здесь, и, может быть, посередине сделаю ленту. Я сейчас что-то придумаю. Ну, а вы уже знаете. После того, как карманчик будет готов, нам нужно его пришить. Этот карманчик я буду пришивать немножко пониже, чем первый. Вот где-то на таком расстоянии. Я вам сейчас скажу, на каком. От верхнего среза я буду пришивать на расстоянии 12 сантиметров. 12 сантиметров. Так что давайте это сделаем. Вы можете уже карманчик полностью оформить и пришить. При этом прокладывая посередине строчку, чтобы этот карманчик разделить на 2. Давайте это сделаем. Ну вот, что я наколдовала. Вот так у меня получился карман. И теперь пришло время, когда нам можно нашу сумку собирать. Итак, что мы для этого делаем? Вот лицевая часть. Я уже ручку спрятала в карманчик. Мы прикрепим молнию. У нас вот здесь отметочки по бокам по 2,5 сантиметра. Можно заколоть. Я, конечно, этого никогда не делаю, как вы уже знаете. Но заколем булавочками, чтобы ничего у нас не съехало. Итак, начнем пришивать замок. Девчонки, у меня сломалась бытовая моя машинка, хваленая, поэтому я пришиваю на моей этой индустриальной. Ну, и здесь у меня нет лапки для пришивания молнии, поэтому буду пришивать вот так вот, как есть. Итак, начинаю я всегда не отсюда, а прямо от середины кожи. Так. Теперь берем подкладку. Вот, я хочу, чтобы вот этот карман был на этой стороне. Так что тоже на это обратите внимание. Переворачиваю и пришиваем. Так, готово. Теперь то же самое проделываем задней деталью сумочки. Убедитесь, что колечки смотрят вниз, чтобы не сломать иголку. И пришиваем подкладку. Переворачиваем
Ну вот что у нас получилось. Как вам показать-то? Вот что у нас получилось. Ну вот что у нас получилось. Теперь, вот смотрите, вот подкладка. Мы ее подворачиваем все на лицевую сторону в этом случае. И теперь вот этот шов, ну, у нас должен смотреть вниз. И нам нужно вот здесь проложить строчку. Ну, так, на таком расстоянии, чтобы вот этот шов захватился. Ну, где-то, наверное, полсантиметра. Вот так вот мы прокладываем строчку по всей длине молнии. Ну, вот что у меня получилось. Я проложила эту строчку с одной стороны и с другой стороны. Вот смотрите, как это выглядит с обратной стороны. То есть подкладка у нас не захватилась, не пришилась. Теперь, вот я сейчас вот так вот разверну, чтобы вам было более понятно. Нам нужно проложить еще одну строчку. Строчка в строчку. Но не от самого начала, а нужно отступить. Я сейчас вам скажу, сколько. Вот 4,5 сантиметра. Отступим. Наметим здесь 4,5 я взяла. С одной стороны и с другой стороны. 4,5. И вот строчка в строчку. Вот здесь вот проложим еще линию одну. Строчку. Но при этом нужно очень хорошо заколоть. Открываем молнию. И вот так вот подкладку тоже натягиваем. И хорошенько здесь закалываем. Так, пониже. Булавочками закалываем. Вот. И теперь давайте проложим строчку. С одной стороны и с другой стороны. Строчка в строчку. Строчка, которая у нас уже есть. Ну вот что у нас должно получиться. Вот так это выглядит с обратной стороны. Для чего мы это сейчас сделали? Для того, что когда мы будем сшивать боковые швы, мы смогли бы без проблем вот здесь вот развернуть и шить. То есть, если это будет вот так шито, это будет невозможно просто боковые швы шить. Понимаете вы меня? Но когда будете пришивать, когда будете сшивать, то вы это поймете. И в то же время мы закрепили подкладку. Вот я вам еще раз покажу поближе, как это выглядит вот с другой стороны. Видите? Вот так вот. И теперь сумку можно сшивать. Разворачиваем. Соединяем. Вот я не буду ничего закалывать, а вы можете заколоть. Начинать я буду сшивать вот отсюда, где у нас кожа соединяется. У нас здесь утолщения почти нет, потому что мы вот эту ленту корсажную делали короче. Поэтому не бойтесь, девчонки. Начинаем шить отсюда. Соединяем вместе и начинаем шить. Смотрите, я это не буду вам показывать. И так, наверное, видео уже длинное. Начинаем шить. Начинаем отсюда. Идем вниз. Идем вниз, где у нас вот эта вот шлевка. Хорошенько закрепляем. А можно не закреплять, потому что мы еще будем возвращаться назад. Вот смотрите, отсюда начали, прошили до конца, развернулись и пошли назад. Пошли назад опять по этому же шву. Вот смотрите, у нас здесь теперь прекрасно можно все развернуть. Смотрим, конечно, здесь соединяем, чтобы у нас было здесь все ровненько. И поехали дальше. Едем дальше, шьем дальше, извините. И потом еще раз возвращаемся сюда. Так у нас будет двойной шов. Это намного надежней. Вот, шили боковые швы. Потом мы сшиваем вот эта вот лицевая часть сумочки, мы сшиваем внизу. Везде припуск на шов 1 сантиметр. Сшиваем внизу. И таким же образом мы сшиваем на подкладке внизу, но оставляем место для выворачивания. Место я всегда оставляю большое, потому что сумка объемная, ее нужно как-то вывернуть. Я вот буквально по 1,5 сантиметра вот здесь закреплю, чтобы мне можно было собрать уголочки. По 1,5 сантиметра. И достаточно. Вот давайте это все сделаем. Ну вот, я сшила боковые швы. Это было сделать без труда, друзья. Потому что вот здесь вот мы оставляли 4,5 сантиметра. Здесь я развернула, и все отлично получилось. Я уже здесь на подкладке
уголочки соединила. Это сделать, конечно же, очень просто. Здесь я швы развернула. Посмотрела, чтобы швы у меня совпадали. Вот, и сшила. Это без проблем. Здесь, как вы знаете, у нас, конечно же, здесь наш карман уходит в донышко, поэтому у нас здесь имеется утолщение. Поэтому я вам сейчас покажу. Нужно шов с одной стороны в одну сторону завернуть, с другой стороны в другую. И вот обратите внимание, где у вас пришиты шлевки, то есть вот спинка сумочки. Вот это у меня спинка сумочки. Шов я разворачиваю вот так вот, сюда. Понимаете почему? Потому что у нас там шлевка пришита вот в эту сторону. Поняли, да? Вот спинка сумочки, и шов я разворачиваю вот сюда, с одной стороны. Значит, с другой стороны будет в другую сторону. Так вот. И все. Закалываем. Здесь не такое уж утолщение. Закалываем. Вы знаете, даже можно заколоть вот с одной стороны. Вот, там, где тонкая, там, где спинка сумочки. И это будет достаточно. Главное, следите, чтобы вот здесь шов у вас, вот этот шов, у вас он совпал, чтобы сумка потом не перекосилась. Так что давайте так пришьем наши уголочки. Ну вот, уголочки я сшила. Девчонки, друзья, не пугайтесь вот этой вот толщины, которая у нас впереди. Вы, знаете, у меня ведь не забывайте, что у меня очень плотная ткань. И, конечно же, ну, вот я вас уверяю, что это не так уж сложно. Вот шить вот эти вот, ну, какая здесь толщина? Что все боятся толщины. Я первые мои сумки шила на бытовой машинке и справлялась с этим без труда. Так, и что еще я не сказала? Когда будете вот сшивать донышки, откройте молнию, полностью откройте молнию, потом трудно будет ее открыть. Итак, теперь нам нужно все лишнее обрезать, все вот эти припуски на шов обрезать. Здесь тоже, особенно вот здесь вот, посередине. И потом сумку можно вывернуть. Я это вам показывать не буду, чтобы чтобы не удлинять мое видео. Решила коротко включиться перед тем, как сумку выворачивать. Вот смотрите, вы обрезали вот этот припуск на шов на уголках. Не забудьте, перед тем, как обрезать, я уже это вам говорила, сделать прямо возле шва на несколько миллиметров еще одну строчку. Потому что, когда мы обрезаем уголочек, то у нас здесь разрезается наша строчка. И оно у нас может потом впоследствии распуститься. Поэтому и можете вы это сделать перед тем, как обрезать уголочки, или после этого. Лучше перед тем, как обрезать. Закрепите вот здесь вот. Вот посмотрите, как у меня. Я думаю, вам видно. Вот. Я закрепила, а потом обрезала. Вот. Теперь я сумку буду выворачивать. Ну вот сумочку я вывернула. Вот посмотрите. Вот видите, уголочки. Все совпадает. И, кстати, выворачивать было ее совсем несложно. И хорошенько вот здесь вот выверните вот это вот место. Видите? С каждой стороны. Вот прям вот так вот пальчиком сюда. Вот, готово. Теперь зашьем отверстие, через которое мы выворачивали. Я его просто так, смотрите, подверну, заколю и проложу здесь строчку на расстоянии нескольких миллиметров. Давайте это сделаем. Ну вот, я зашила отверстие для выворачивания. Так как мы оставляли большое место для выворачивания, большое вот это отверстие, и здесь нам, конечно, будет трудно начать с самого начала. Поэтому можно начать отсюда. Вот здесь прекрасно можно дойти до конца. Потом в обратную сторону тоже вот сюда можно дойти. Вот так вот получилось. Теперь вставим подкладку в сумку. Хорошенько распределяем уголочки. И смотрите, что нам потом нужно сделать. Нам нужно сумке придать форму, придать объем. Что для этого мы делаем? Я сейчас в сумку вставлю, у меня такая специальная подушка есть для этого. То есть ее надо чем-то плотно набить. Вот плотненько. И потом, после этого, нам нужно ее хорошенько прогреть. Здесь, конечно же, я наложу ткань. И прям с паром хорошенько по кругу. Так вот все мы хорошенько нагреем сумочку. Дно тоже. Все, по возможности, все мы хорошенько должны прогреть. Потом дать сумочке остыть. И после того, как сумка остынет, мы вытащим все, что мы в нее набили. И я еще хочу сделать вставное донышко туда. Хотя это делать не обязательно, но я решила это сделать. Давайте эту процедуру сейчас проделаем. Ну вот, сумка остыла.
Я вытаскиваю мою специальную подушечку. И вот что мы имеем. Не могу поднять, потому что вам будет не видно. Видите, у нее такая хорошая форма получилась у сумочки. Я уже сшила вставное донышко. То есть я замерила донышко и потом сшила мешок подлиннее, вставила туда уплотнитель, такой у меня плотный картон, и потом вот здесь вот зашила, вот вставное донышко. Я сейчас его туда вставлю, и нам останется только сшить лямки. Ну вот, отлично. Все отлично получилось, я очень довольна сумкой. Так, теперь сделаем лямки. Вот одна лямка у меня уже готова. Смотрите, вот у вас вот эта рамочка. Замеряем внутри 4, ну вот даже 3,8. Значит, нам нужно вырезать ленту в 4 сложения, но на 1 сантиметр меньше, чтобы вот здесь вот лента хорошо себя, как говорится, чувствовала. Вот, видите? Точно так же вот карабинчик. Вот я сделала на 1 сантиметр меньше. Теперь прекрасно все здесь плотненько и хорошо сидит. Итак, лента, как я и сказала, 15 сантиметров шириной и длиной я выкроила. Вообще, вот лямки для рюкзака достаточно сделать 1 метр длиной, 1. Но я, так как у меня потом нужно будет одну лямку использовать еще через плечо, поэтому она должна быть длиннее. И в связи с этим я делаю длиннее ленты. И она у меня составляет 122 сантиметра. 122. Ну, я думаю, что это вы все умеете. То есть вы заглаживаете сначала пополам, потом заглаживаете вот к этой линии центральной сюда, сюда и вот так вот. Потом прокладываем строчки с одной стороны с краешку, с другой стороны с краешку. И потом, вот смотрите, лента, видите? То есть я проложила на ширину лапки еще с одной стороны и с другой посередине. Я так всегда делаю в ремнях, чтобы он потом у нас здесь не волнился. Если вы проложите только по бокам строчки, он посередине ленты у вас будет волниться. Края я обработала вот такими вот наконечниками. Если у вас таких наконечников нет, можно также обработать кожей натуральной или искусственной. Потому что если, допустим, вы не захотите чем-то обработать... Ну да, если у вас ткань не сыпучая, то можете просто так пришить. Вот смотрите, мы одеваем рамочку. И можете просто так пришить. Здесь подровнять и пришить. То есть ткань не сыпучая. А вот так вот подворачивать, как в принципе должно быть, это очень большое. Смотрите, какое здесь утолщение. Это не годится. Поэтому лучше край или просто пришить, если не осыпается, или его обработать чем-то. Вот этими наконечниками мне очень нравится обрабатывать. Видите? Он закрепляется молоточком. И никуда он не денется и смотрится красиво. И теперь я беру рамочку. Продеваю. Я думаю, вы, наверное, все знаете, как шьются ремни, как шьются лямки. Вот так вот. И здесь проложу строчку. И всегда вот еще лайфхак для вас. Я начинаю эту строчку делать с середины. Строчу сюда, возвращаюсь назад, иду сюда и опять заканчиваю на середине. Чтобы не было вот тут вот у нас вот много настрочено. Здесь у нас тогда будет все аккуратненько. То есть начинайте с середины. Потом, когда мы это застрочим, мы одеваем первый карабинчик. Проталкиваем нашу ленту через рамку. И пришиваем второй карабинчик. Вот так вот. Я надеюсь, вы поняли. Ну вот и все, друзья. Ремни готовы. Теперь можно нам их уже подсоединить. И сумочка готова. Друзья, кто шил вместе со мной, поздравляю с окончанием проекта. Я надеюсь, что у вас все получится, и что вы останетесь довольны моим таким вот уроком.